Вообще наглый, блин. Я сгорю, я не знаю, что делать. Тревел-блогер Сергей Завидов, канал «Мир без границ». Жарко. Что за изба? Никогда не видел столько шишек. Мишань! Оп! Опа. Звездец. Редко такую тишину в горах наблюдаешь. Болото так болото. Как он носится-то быстро, а? В вагоне на меня напал. Утро бывает и таким еще. О, жеребенок. Пять утра, блин. Приперлись. Вообще наглые, блин. Спать не дают. О, замычал. И так с 5 утра, представляете? Да елки, к палатке лезу. Привет. Открываешься, тут она на тебя смотрит. Красавица. Или красавица. Красавица. Здорово. Че, как она? Давай, гуляй, иди. Давай, давай, давай. Иди, гуляй. Иди, давай. Иди отсюда. Идите. Ну. Расходились тут, блин. Размечались. Спать не даете. Вроде сегодня ровно так. Такое ровное место, блин, шею что-то заклинило. Не протянул, блин. Давай, иди. Серый бычок. Иди. Итак, все утро. Да иди отсюда. Что, блин, палатки лезут. Понюхать надо обязательно. Что тут природа какая-то интересная. Птицы даже покушаются на палатку. Она скользкая, они залазят, пытаются когтями схватиться, тем самым царапая покрытие, которое защищает от воды. О, такого еще я не встречал. Природа. Утренний поход за водой. Просто как будто я на ферме оказался. К слову, в палатке сегодня вообще было тепло. Пугали, чтоб пошагать. Дубак лютый. Ну, сегодня, по крайней мере, было 14,5 в палатке. Ветер не сильный был. Сейчас ветра нету. А сейчас вообще на солнце раскочегаривает 25 градусов почти в палатке. О, сапоги пригодились. Иду в сапогах. Блин, вода интересная здесь такая. Такими коровами. А на движение воды есть жидкость. Двигается хоть не стоящая вода. Ну, в любом случае кипятить не буду сейчас. Блин, ни хрена себе. Охренеть. Почти по сапог провалился. Да, помочь его. Да. Ну вода прозрачная. Даже рыбки плавают. Вот. Вот так вот. Степи, а вдалеке горы. Как будто прям стена какая-то. Такого я еще в природе не видел.
В Горном Алтае по-другому. Я имею в виду в центральном, а не в сторону Монголии. Набрал воды. Ну что, буренка, отходи. Давай, давай, иди. Да, пастбище у них тут богатые. Травы много. На безымянном озере качели, завтрак с видом на горы. Это у нас прямо 4000-ник на границе с Монголией. Ну, коровы, конечно, не дали поспать. Всем любопытно, что ж там за повадка такая. Сергей, Мир без границ. Давай сам себя представлю. Ага. Друзья, travel-блогер Сергей Завидов, канал «Мир без границ». Путешествуем по Алтаю. Встретил замечательного человека, и вот, собственно, сейчас он меня интервьюирует. Сергей, в общем, вот Горный Алтай, да, есть безымянные озера какие-то вот, либо, может быть, даже есть имя, но о них вообще практически никто не знает. Как вы относитесь к тому, что вот вы побывали там и хотели бы вы о них рассказать или нет, в плане, ну, вот чистота там, вот эта сокровенность и так далее. То есть вот обратная сторона есть. Вы приехали, посмотрели, хочется поделиться, а потом, понимаешь, последствия. Ну, то есть туда поехали люди, Да. и озеро, и красивые, и необитаемые, стали засраны, Да. полно туристов, негде встать. Вот, да. Смотрите, отвечу так. Вчера, когда мы приехали, прошли, то есть перевал, мы поставили мотоциклы в красивой локации для того, чтобы сфоткаться. Ну, толпа, понимаете, мотоциклы, мы все одетые в красивом месте. Это, кстати, был перевал Катуирык. Вот, к нам подошел местный житель, попросил нас убрать мотоциклы. Мы говорим, конечно, сейчас одну секунду сфоткаемся и уберем. На что он ответил, что нет, убирать. Я говорю, чувак, ну что капризничаешь? Мы сейчас сделаем красивое видео, выложим на канале, увидят много людей, приедет куча туристов, вы все работаете бабла, у вас будет все круто. Он сказал, что не надо нам ни бабла, не надо нам ничего, оставьте наш Алтай нам. Вот это как бы раскрывает сущность, наверное, алтайцев, ну, может быть, не всех, может быть, каких-то отдельных регионов, но это говорит о том, что люди не готовы делиться своими сакральными вещами. Вот именно, наверное, вы правильно задали вопрос, что здесь как бы у нас на наших весах в двух чашах лежат разные истории. Одна это доступность развития туризма и, как следствие, это как бизнес-доход. А другая это сакральные вещи, которые должны быть, ну, наверное, отданы, так сказать, местным жителям для того, чтобы они могли этим питаться, этим жить. И поэтому этот вопрос очень риторический. На самом деле на него очень сложно сказать. И здесь нужен симбиоз, то есть правильной работы властей. Потому что это нельзя так делать, чтобы, допустим, если есть вот озеро, да, туда сейчас все набежали, один барак построил, другой сарай, третий пятиэтажный отель. Мы видели такие во многих странах коллаборации, когда, допустим, ну, допустим, если взять, даже есть такое место, называется Сокора, это остров, там идет дайвинг. Там уникальные коралловые сады, и в день разрешено нырять только 50 дайверам. То есть покупается лицензия загодя, за год, за два, за три. И то есть здесь можно также сделать эту историю, то есть это сделать платно, сделать красивейший интерьер, чтобы он подчеркивал это место, ни в коем случае его не убивал. А так, конечно, люди должны знать свою страну, должны ездить. Это, я считаю, что это хорошо. Но, опять же, нужно, чтобы была правильная инфраструктура, правильное отношение к природе, чтобы не было, не жгли костры, которые приводили к пожарам, чтобы были пункты сбора мусора, были красивые в едином стиле всякие истории. Так, ну, мне пора бежать, на самом деле надо собирать вещи. Всего Спасибо, хорошего. Сергей. Да, пожалуйста. Все, погнал. Давай. Палатку закрепил камнями. Ковушек. Типа вставляешь веревку и камень на него кладешь. И так всю систему сделал. У меня веревки не сильно длинные, поэтому вокруг камня обматывать такой себе вариант. А воткнуться сюда, тут песок, земля, камень нереально.
Остановились в данном месте. Здесь продают кумыс. Немножко размялись и поехали дальше. Пастбище функционирует до конца августа, а затем берет паузу на зимний сезон. В той стороне Монголия. Здесь находится дорожная служба. Зимой чистят дороги. Река Аюта. Мост там, конечно, такой интересный. Сейчас покажу крупным планом. Итак, меня довезли до Белишей, или Джазатор, второе название. Где-то 2,5 часа я ехал, плюс-минус. Прошел один мост, тут есть, ну, машины, в общем, ездят через Джазатор, и следующий мост через Акаваху. Тут по пути у нас грязь. Там вроде как болотисто, говорят даже. Мохнатые горы. Я бы сказал, тайга прям. Немножко очкую насчет медведей. После предыдущих озер мне как-то не по себе. Но уже опыт есть. Думаю, все нормально пройдет. По GPS показывает, что надо Акаваху вброд переходить из Джазатора. Я спросил у местных, говорит, ты что, типа, сейчас вода большая, не пройдешь там, проще через мост. Там впереди есть турбаза еще. Ну, это на обратном пути, может, тормозну там, подзарядиться. Ну, двигаем в путь. Время, к слову, почти пол-8 вечера. Максимально сейчас далеко уйду. Поставлю палатку. И все. И в путь. К слову, рюкзак на старте у меня 24 килограмма. Не сказал бы, что я рад такому весу. Хотелось бы поменьше. Вот она, река Акаваха. Извините, если ударение неправильно говорю. Там и местные вроде так говорят. По крайней мере, с которыми я разговаривал. Пока все, тропинка. Ну, в общем, машины ездят накатанные. Тут забор, видимо, для лошадей. Своеобразные горы. Ну, в общем, своя природа, своя красота. Так далеко я еще не заезжал. Глубоко-глубоко в Горный Алтай. Что-то тоска накрыла. Бывает перед стартом похода. Ну вот, сдуло шляпу. Для этого вот эта штука, веревочка на шее. Потому что у меня в горах очень часто сдувало, особенно на карутерейке. И иди потом за 50 метров за этой шапкой. А так слетела. И на тебе. Можешь не переживать. Единственное, мне не нравится эта шляпа тем, что она тяжелая. Она 450 грамм весит, что-то такое. Если как бы на голове, ладно. Но когда ты ее несешь, такое себе жаба душит насчет веса. Однако Акаваха очень широкая река. Местами, наверное, переплюнет Обь. Метров 70, наверное, а то и больше в ширину. Ну и мутная примерно, как Обь, наверное, да? Только больше голубой оттенок есть. Здесь вот эрозия идет конкретно. Вон трещины. Я так понимаю, еще пару лет и здесь уже забор будет сносить. Она все больше и больше становится. Иду сейчас до моста второго через Акаваху, который позади вид. Интересное сочетание композиционного плана. Забор, река и гора. Красота. Интересно. Пленка привязанная веревкой. Вот он мост.
закрыт. Я думаю, открыть можно, наверное. Деревянный классический мост. А, тут даже из металла, нифига. Так, что у нас тут? Веревка. Что, серьезно, на узел завязано? Не дурно. Еще узел надо развязывать. Так, ну сейчас закрою, потому что, я так понимаю, завязываю чисто из-за того, что коровки там ходят, лошадки. Так, отключу, а то мне неудобно завязывать на рукой. Завязал. Ну, в добрый путь. Металл. Тут можно прям музыку собирать. Капец, какая она широкая каваха. Офигеть. Ограждения, главное, сделаны из древесины. Здесь тоже из дерева. Интересно. Тут деревянное покрытие. Даже воду видно. Чили. Ух. Интересно. Течение-то гляньте, какое быстрое. Офигеть. Какая тут скорость. Унесет, дай бог. Только в путь. Ну так-то капитально делали. Давно, правда, но было время. Реку перешел, теперь можно двигать дальше. Тут коршун разлетался, большой, зараза. Тайга прям. Офигеть. Виды, конечно, тут завораживают. Однако я вам скажу, комаров тут достаточно. Я ожидал, что поменьше будет комаров. Как-никак Горный Алтай. Блин, жрут прям. О. Надо одевать соболь. А соболи, блин, жарко будет. Ну, до 9 где-то пойду. Там уже надо лагерь разбивать. Время-то позднее уже. Тут вот строение интересное. Раньше, видимо, какие-то домики были. Либо что-то другое. Чаек, наверное, согрею. Есть не хочу я. В Беляшах перекусил там. Блин, я от комаров ничего не брал. Благо, хоть соболь есть. Но в соболе днем идти будет, я сгорю и не знаю, что делать. Что-то надо будет изобретать. Да уж. Комаров много. Ужас. Так, моя задача перейти речку. Да ё-моё, комары даже не дают передохнуть. Идем набрать воды. Вот сюда попробовать надо поставить. Перепрыгнул, прикиньте, а тут красная смородина. Ёлки, а там мостик есть, да блин. Ну ладно, уже перелезти. Сейчас бы еще с рюкзаком пройти. Ага, значит тут мостик есть, надо метку поставить. И водичка есть, шикарно вообще. Все, тут еще МТС-связь ловит. Не конкретно здесь под мостиком, тут скорее всего не ловит деревья. А вот чуть дальше пройти на равнинку, видите, там не должно ловить. Набрал полторашку воды. Я так понимаю, тропа где-то вон там начинается в гору. Слева у нас турбаза какая-то. Ну, где-то в этом районе надо поставить палатку.
В общем, здесь перерыто все. И тропа. Не могу понять, что за зверь. Ну, явно не медведь. Но там очень много костей. Сейчас покажу. Кость. Позвоночник чьи-то. Еще кость. Еще кость. Вот для сравнения моя нога. И вон две кости еще. И еще вон кость. Опять для сравнения моя нога. Что за нахер? Интересно, девки пляшут. Я, наверное, позади ручья встану. Здесь не буду возле какой-то звериной тропы становиться. Как минимум, это неправильно будет. Так, максимум вот еще кости-то, ё-моё. Это что, блин, водится? Походу меня ждет веселая ночка. Молния сверкает. Из хорошего придумал рецепт интересный. Сварил, в общем, а-ля супчик чечевицы. И все это содержимое я выливаю в лапшу быстрого приготовления. Все это заваривается, и вот такая вкуснятина получается. Вы и не представляете. Утро. Солнце жарит, мама, не горюй. Сейчас позавтракаю. Спальник чуть-чуть подсушу. Это конденсат конкретный. И двигаем кони. Клею кроссовок. Минимальный ремонт. Ничего особо страшного, но лучше подклеить, потому что это приведет к более серьезным последствиям поломки. Лайфхак, как себе сделать компотик из остатков джема. Берем пустую практически упаковку от джема и просто выливаем воды. И взбалтываем. Все, что там осталось, растворится в воде и будет вкусный компот. Или морс. Как это называется. Выхожу где-то в 11:10. Поздновато. Но пока то все. Время прошло. Двигаемся. Начинается крутой подъем. Встретив по пути ребят из Рубцовска. Если меня смотрите, вам большой привет. Спасибо за ориентирование, за советы. И многие говорят про канал Дикие Люди. Тоже, если меня смотрите, большой привет вам. Ну, поднимаемся. Первый ручей на пути. Слева прямо от тропы. Он земляной как бы, но если нет воды, то самый ништяк. Тут заболочено конкретно. Есть вот такие холмики. По ним только если прыгать. Ух ты ж, да, без палки это было бы не очень удобно ходить. Вау! Блин. Пружинит как матрас. Такой путь. Развилка. Налево-направо. Двигаем направо. Подъем затяжной, однако. Сейчас хоть поровнее тропинка пошла. Здесь, по идее, можно даже палатку поставить. Но воды рядом нет. Это такой аварийный случай. Если темнеет, уже негде встать. Но жара капец. На солнце, наверное, под 40. Да, тут кто-то уже был. В смысле, остановились. Костровище старое. Мусор. Везде следы цивилизации. Беда с этим. Прикиньте. Металлическая запчасть какая-то. Ну, блин, килограмм
5-7, наверное, весит, если не больше. Не знаю, чего это. Если знаете, отпишитесь в комментариях. Интересно, что это такое. Дотащились до сюда. Прямо посередине тропы костровища. Какой-то мусор. Опять подъем начался. Уперся ногой в дерево, чтобы не съезжать. Чуть-чуть отдыхаю и двигаю дальше. Эти грибы вроде как маслята называют. Но я не уверен, поэтому их не собираю. Что необычно для меня, так это крупнозернистый песок. Ты в нем идешь и тонешь. Это отнимает энергию. В горах я еще такого не встречал, что прям много песка было. Природа тут немножко другая. Примерно на высоте 1900 метров нахожусь над уровнем моря. Жарко. Новый хребет стал виден. Где-то должна быть развилка. Надо сделать привал, перекусить. А то живот ворчит. Наконец-то начался спуск. Отчасти я рад, но обратная сторона радости, значит, будет подъем потом. Мало приятного. Но надо искать во всем какие-то плюсы. Горы — это куда? Это что? Это чтобы подниматься и снова спускаться. Для этого люди ходят в горы. Тут прям полянка такая. Еще одна поляна такая шикарная для стана, но воды рядом пока не наблюдаю. Вон туда тропинка ведет. Там вроде как хорошее место для стана. Сейчас ближе подойдем, глянем. Ура! Я слышу воду. Это ручеек рядом. Шикарно. Видимо, как раз с тем местом, где стан. Мы не умрем. Не, у меня вода-то есть. Просто, когда впереди есть водичка, можно пошиковать, попить побольше. А так я в режиме экономии не сильный. 2 глотка делаю. И моча это сколько. Не весь еще цветет, правда, но много очень. Видна изба какая-то с трубой даже. Крыша вся зеленая, в траве. Тропа явно в этом году сделана. Зеленая трава, не сильно натоптана. Подъем, блин, гору опять. Рюкзак скинул, чтобы посмотреть, что за изба. Есть что? Ну, поводу гнилого. Печка. Печка, скорее всего, сифонит, по самой не хочу. Ну, да. Дырки, по-моему, есть. Ведро пластиковое. Ну, высота где-то 1,89 м. Прям под мой рост. Веревка. Старенькая изба. Ну, вариант, если перекантоваться, почему нет. Труба еще из нержавейки, походу. Молодцы, притащили сюда. Блин, вода есть, слышу. Может быть, даже и вижу чуть-чуть. Не вижу. Не достать ее.
Где-то еще должен быть приток. Ура! Нашел. Ну блин. Вода, конечно, такая среднего качества. Ну, вроде прозрачно, холодная. Попробуем. Ну, вроде ничего. Может быть, даже и сводить немного, но мне кажется. Умылся, голову намочил, шляпу намочил. Лучше себя стал чувствовать. Намного. Все-таки, как мало для счастья надо, да? Всего лишь воды. Все познать в сравнении. С другого ракурса изба. Там вдалеке мой рюкзак. Хорошее место для стана. Солнечно, правда. Но это же, опять же, какие у вас цели? Солнышко или тень? Вот, слышу где-то там ручей и следы. Видимо, там все-таки вода есть. Сейчас до туда спущусь, перекушу и дальше в путь. Ноги еще надо реанимировать. Вот он, ручей. Надо лошади тоже туда пьют. Но без рыги, как говорится. Вода леденющая вообще. Прям ломит сразу практически пальцы. О, занемели ноги. Ужас. Ледяная вода. Давно таких источников не встречал. Набираем водички. Дорогу осилит идущий, как говорится. Время 3 часа дня. Тучки притягивает. Перекусил, но что-то сил особо не прибавилось. Походу я еще не восстановился после предыдущего похода. По сути, у меня дневки-то и не было. Полудневка так была в ожидании машины. Шагов 20-30 делаешь и забиваются ноги. Ну, не восстановился на лицо. Ничего, прорвемся. Я сложил пазлы. Получается, предыдущую ночь мне не дали спать коровы и лошади. А сегодня я, получается, вырубился. У меня стоял таймер на час. Типа я звезды снимал таймлапсом. И я его не слышал. То есть он пиликал. До такой степени я вырубился, что я его не слышал. Я поражаюсь, как я крепко спал. Ну и проснулся достаточно поздно, в часиков 7-8. Вот складывается картина. Не восстановился еще. Еще одна долина открывается. Один перевал, видимо, пройден. Да, тут есть куда посмотреть. Болотина началась. Если совсем все плохо с водой, можно здесь набрать. Березка пошла по пояс мне. Там виднеется статуя, видимо, это уже есть те фигуры. Приближаемся к ним. Тут сейчас пока наклон вниз идет. Я так понимаю, потом постепенно будет подъем. Сейчас где-то 2300 высота, а там 2700 примерно, плюс-минус. Отсюда виднеются другие вершины. Красота. Забавно. А мне местные сказали, что здесь кедр не растет. Мол, холодно здесь, в этой части Горного Алтая. Эх, интересно, камень так ровно лежит, как будто специально укладывали. Это что получается? Вот такой примерно слой земли. За сколько лет накопился, интересно. Ручей еще один. Камень со смайликом, как будто улыбается. Вот ближе. Вон глаза и улыбка. Но в то же время можно разглядеть силуэт человека. Если смотреть на глаз и вниз, как будто тело. Никогда не видел столько шишек в одном месте. Просто не знаю тут их сколько, штук 10 больше. Все деревья облеплены шишками. О, гляньте. Долина камней потихонечку начинается. Какой большой. Кострище кто-то жег. Ну, теоретически здесь можно поставить палатку. Место есть.
воды такая рядом нет. Ну как, метров 500-700 отсюда. Отсюда видно и Белиши поселок. Или село, как правильно. Поправьте меня, если неправильно что-то говорю. Поражаюсь все-таки. Столько камней всяких. И тем не менее сюда лошади проходят. Бедные лошадки. Осталось немного. Величия природы и камней. Сколько же тысячелетий все это пилило ветром и не только. Первая стена из камней. Имею в виду близко так. Тропа дальше туда идет, в сторону сфинкса. Игра теней, конечно, играет роль. Свет по-другому будет, по-другому восприятие будет. Шикарный стол. Мне бы такой домой. Весит-то всего лишь несколько тонн, подумаешь. А вот эта штука выглядит как снег. Но это камень. О! Снег реально. Сейчас глянем. А тропа ведет вверх, и ну ты его проходишь. Я решил спуститься, глянуть, что тут есть. Интересно, это снег периодически пополняется, или это просто он с весны, в общем, зимы лежит? Плотный. Если воды совсем нет, можно перекипятить. Вариант. Моя любимая процедура. О, да. Кайф какой, а. Ноги грязные. Я так понимаю, тут еще водоросли, или как они, микроорганизмы розовые. След розовый. Не знаю, на камеру видно, нет. О, да. Кайф. Снова цивилизация. Интересно, дрова наломали, но не сожгли. Редко такое встретишь. Обычно дров нету. А тут уже подходи, жги. По полной. В общем, перевал, получается, сюда. Тот а-ля сфинкс уходит в сторону. Получается, туда тропа ведет. Тропа ведет вниз. И там он, вижу, вверх пошла. Слева где-то слышно вода. Не может не радовать. А он вдалеке снежник. Возможно, это и есть та точка. Угу.
Время 6:15 где-то. До заката осталось 3 с лишним часа. Идем. Тоже интересное строение. 3 камушка так стоят. Как будто вручную их ставили. Куда ни глянь, какие-то новые строения. Сурки проснулись. Эй, сурки! Спалили меня. Вот незадача. Тут, блин, грязь. О. Пройти, короче, не могу. Я же в кроссовках. Да. Надо найти что-нибудь, наступить. Еще один еле живой ручей. Ну что, время сапог началось. Давно их не носил. То все это время, все походы, вот до какое сегодня число? До 28 июля. Я всегда их носил с собой, но ни разу не одевал практически. Только по утрам по России ходил и все. А сейчас, я думаю, быстро пойду, потому что в них вообще пофигу. Вода, там грязь, вообще насрать. Единственное, что расстраивает, здесь комаров дофига. Так это еще не вечер. Вечером, наверное, тут комариный ад конкретный. Ужас, как представлю. Здесь уже почище вода. Каменистая, ну даже видно. Блин, напугал. Птица взлетела какая-то. Я люблю еще одна. Резко взлетаю так. Говорит. Блин, комаров тут, конечно, море. И тропа пропадает. Магическим образом. А, вон впереди что-то. Что, вперед, что ли? Вверх? Окей. Пошли вверх. И болото закончится. Надеюсь. Тут мох. О, еще один ручей. Тоже ничего такой. Средней чистоты. Много водорослей, мха. А нам тем временем вверх. Снова перевал окончен. Снова спуск. Мне надо искать место до ночлега, потому что за 2 часа, даже за 3, я не поднимусь. Я сейчас уставший, забитые ноги. Нереально. Надо трезво оценивать свое состояние и силы. Какие минусы здесь? Здесь нет воды. Ну, ветер, как бы пофигу. Вроде ветра нету особо. Но у меня есть 1,5 литра воды, я спокойно переночую. И типа утром в радиалочку сгонять, поснимать все и вернуться. Вариант. Сейчас посмотрю, где-то можно палатку поставить. Внизу не знаю, там вроде как заболоченная зона, но это не точно. Да и комаров там тьма. Эти комары прям раздражают, капец. Однако за все надо платить. Сегодня выспался, поздно вышел. И эти 3 часа бы сыграли бы важный момент. Я бы дошел бы за 5 часов. За 2 я не дойду, стемнеет. Рюкзак скинул, пойду сейчас посмотрю, где лучше поставить палатку. Тут везде бугры, блин, шишки всякие. Ну, шишки в смысле. Ховмики. А насчет воды, если совсем приспичит, 700 метров отсюда вода. Если было бы желание, в общем. Однако природа иногда умеет удивлять. Тут следы, видимо, чья-то лёжка была, может и есть. Да, масштабы, конечно, поражают. С двухэтажный дом где-то камушек. Касательно троп, та, которая вниз вела, я думаю, она неверная. Тут вот вправо есть тропа, я по ней, собственно, иду, сейчас возвращаюсь к рюкзаку. Не знаю, куда та тропа ведет, но завтра пойду по этой, которая сейчас иду направо. Еще интересный момент касательно природы, да, камней и палаток.
Тут есть места ровные, прям вот идеально ровные практически. Из камней таких. Ну, в них ковышек можно ставить, я бы сказал, крупный песок. Вариант стана именно с такими местами. Но какой минус? Если у вас коврик тонкий, вы, скорее всего, ночью будете мерзнуть. Поэтому я этот вариант убрал. У меня каремат как бы двойной, но насчет низа, когда я сплю, я чувствительный, мне холодно в спине, поэтому я выбрал вариант с мхом. Но ночью тут, говорят, до 3-4 градусов опускается. Проверим. К слову, кто сюда пойдет, развилка вот здесь. Под GPS просто непонятно какая-то фигня. Вот характерный островок камней. И нужно налево, либо с той стороны, если идете, то направо. Вот. Забавный момент. Камней много здесь, больших, но маленьких по пальцу пересчитать. Один в округе только нашел. Да юбку придавить хотел, ветер. Буду сегодня в ветрообдуваемой палатке спать. Посмотрим, что из этого выйдет. Решил сегодня сходить за водой, дабы завтра не тратить на это время. Ноги забиты, в гору подниматься даже налегке тяжко, капец какой-то. Схему слышал, что максимум 3 дня нужно ходовых, а потом нужно дневку одну хотя бы делать. Иначе, ну как бы можно идти, да, но будут последствия, типа вот забивка мышц, и ну, просто будет сплошное страдание идти, никакого темпа нормального. Заметно похолодало. Я вот в соболе и сверху куртку надел. Ну, куртку еще до конца не застегнул, так на всякий взял, потому что сейчас темнеет и холодает с каждой минутой. Мне тут 500 метров где-то идти, ну, считай, километр перед сном. Еще нагуляю. Слово, вот здесь поставил палатку среди камней. Тут вроде как ветер есть, но не такой сильный. Ну, сами посмотрите, как дует. Было бы шикарно, конечно, найти камни и по юбке поставить по периметру, но нет камней, как видите. Тут есть большие камни, но маленьких нет. Такое еще в природе не встречал, наверное. Как там в модных ресторанах делают. Я вчера говорил про нее, но сегодня добавил еще пюре. Вот такая штука. Чечевица, бич-пакет, пюре, лук там с морковкой добавил отдельно еще. Вот. И сейчас еще у меня лучок есть. Это я его еще принес с озер. Чеснок, по-моему, с Куйктанарских. Или тоже с озер других. Ну, сейчас будет очень вкусно и питательно. А, еще соевое мясо здесь. Немножко. У меня тут кто-то куропаты гоняет. Ой, я тут сейчас покричу. Бахну бомбочку на всякий случай. Интересно, кто-то может быть. Ну, вариант-то масса, в принципе. Хищников хватает. Даже банально лиса любит куропаточку скушать. Мишань! Оп! Гуляй давай! Оп-оп-оп! Пошел! Мы с тобой не по пути нам! Мы с тобой, да? Ну, мы поняли. Давай гуляй! Зажигалка не работает. Зашибись. Чуть что, я даже бомбочку не могу. Опа. Закрываем уши. Ух. Заметил, что зажигалки, которые под напором, пьезо или как это называется, ну, в общем, огонь под напором от ветрозащиты у него, он на высоте очень плохо работает. Если обычную зажигалку взять, то все прекрасно функционирует. Я так понимаю, дело в давлении. Что еще может быть? Если кто понимает, отпишитесь в комментариях. Буду очень признателен. Время 10, закат. Я спать. До утра.
мои дорогие зрители, спокойной ночи. Спокойная ночь, к сожалению, мне не обеспечена. Пришла туча. Видимо, ветер хороший. Какие минусы, что я здесь поставил палатку? Я поставил на мох, и там поток был. То есть, я так понимаю, здесь либо снежник лежал, либо когда долгие дожди идут, вода сливается, и получается через меня будет вода проходить. Поток у меня такое было в Карелии. Палатка выдерживает, все нормально, но если воды много, капиллярный эффект идет, где давление. Я, получается, слежу на каремате, да, и получается здесь, скорее всего, будет немножко воды. Еще мох. Там мох, получается, земля. Ну, то есть я на большом гигантском камне лежу, да, а сверху небольшая прослойка земли с мхом. И когда он намокнет, ковышки просто вылезут, потому что, ну, мягкая основа будет, не крепкая сидеть. Далее оттяжки я не могу сделать, потому что у меня, первое, ковышки я не брал для этого. Второе, камней нет просто. В этом плане все нехорошо. Бывает просто порывы сильные, и палатку прям гнет хорошо. Какие плюсы? Хорошо, что я здесь заночевал, потому что если бы я туда пошел, там бы вообще, наверное, жесть была бы. Там снег лежит, и, скорее всего, там буран был бы, да и ветрище ужасно. Так что не все так плохо, все ништяк. Ну что, время 12, поздний выход, немножко отдохнул, восстановился. Утром ко мне зашли пограничники, попросили паспорт. Я к чему? Носите с собой документы, если в подобных местах бываете. Пасмурно. Ночью меня зацепило дождем. Ну, сейчас пока основной поток влево уходил, там прям гроза была. Тут пока тучки есть, но дождя пока нет. Идем, пока идется. Навстречу прошли 5 коней туристов. Трафик туристов, в общем, здесь не сильно большой. Если сравнить, допустим, с Белухой или Шавлинскими. Прям вообще. Вчера вообще ни одного человека. Ну, только вот в начале. Ребята с Рубцовска. Привет вам еще раз. Сейчас я нахожусь где-то на высоте 2500, а самый низ там где-то 200 и ниже. Да. Перепад высот, конечно, поражает. А там вот примерно 2700 на Чукпартасе. Вот тропинка туда и как раз идет. Грибы, конечно, забавные. Вот он. Как будто яйцо в траве лежит. Мужики на лошадях дошли до моего первого лагеря за 3-4 часа. Я к чему? Если у вас позволяет бюджет и не хотите напрягаться, идите на лошадях. Вот я перешел тот хребет, на котором ночевал. И подходим уже. 7 километров осталось до Чукпартаса или Фарташа. Разные названия. Непонятно, где правда. Ну, если говорят, Чукпарташ. Небольшие врата напоминают. Масштабы, конечно, поражают. Гроза идет. Но вроде не на меня. Рядом, но не на меня. Интересный камушек. Как будто здесь когда-то были кораллы. Вот что-то с океаном у меня ассоциация. Вправо пошло облако с дождем. Ну, хорошо пронесло. По ту сторону тоже там за горой идет дождь. Кругом гремит с той стороны. Здесь тоже идет дождь. Короче, я в центре отсутствия дождя,
Окно у меня такое. Но туч полно, прям дофига туч. Просто темно. Все-таки дождь меня зацепляет. Пока не сильно, но есть крупные капли редкие. Мелочи неприятно. Чуть-чуть осталось. Ищу место для скидывания рюкзака возле ручья. Радиально все осмотрю. Если время остается, ухожу назад. Если не остается, ночую здесь. Такой вот план. Ну вот дождь пошел, зараза. Часть подковы. Пришлось одеться. Ветерок капец пронизывает. Дождик накрапывает, но не сильно. Терпимо. Извиняюсь за французский. Гроза ваша зацепляет меня. Нам не спрятаться. Сейчас, наверное, вниз спущусь. Здесь потише будет. Да. Сюда куда-нибудь заныкаюсь. Град пошел. Шибись. Больно. Град бьет. Печально, конечно, что не шелтера. Реально будет гроза. Он уже нападал града. Звездец. Просто какой-то звездец. О! Градом херачит по самой не хочу. Рикошетом кроссовок залетает. Град. Ну, теперь просто жду, когда эта стихия пройдет. Зацепила таки. Вот чувствовал, что сегодня надо дневку делать. Вот что я ее не сделал? Сделал бы сейчас, чилил бы, отдыхал. Нет, я пошел сюда. Интуиция моя говорила, сиди. А я опять наступил на гору интуиции и пошел. Так, затишье пока. Но гроза-то рядом идет. Я в облаке нафиг пока посижу. Главное, чтоб... Вон она. Главное, чтоб меня молния не херанула. А остальное все фигня. Сейчас еще пойдет волна, походу. Блин, ну высота вроде небольшая, что такая град. Ну хотя нет, град нормальный как раз для такой высоты. Он молнию заснял. Блин, опять волна пошла сильная. Однако замерзать начинаю. Это надолго, блин. А идти в грозу опасно. Лучше пока посижу. Однако града нормально так нападала. На рюкзаке еще остался. Накрапывает пока еще. Но в сторону пошла гроза. Там такая страшная туча несется. Но она вроде вправо уходит. Здесь ее не завернет ко мне. Так низко опустилась. Прям гора в облаке. Не хотелось бы там внутри находиться. Ужас. Все, дождик закончится. Пока что. Тропу изрядно так подмочила. Продолжаем подъем. Все ищу место, где ручей будет. Палатку, чтобы поставить. Если что. Если ночевать буду здесь. Скользко стало по камням идти. Если совсем все плохо, вода есть, по крайней мере, литра 2-3 точно.
небольшой потоп поднялся. Блин, комары даже на такой высоте, ё-моё. Сразу бы не подумал, что комары на такой высоте могут быть. В Горном Алтае. Курума большие начались. И пищухи. Даже туры кто-то тут ставил. Позаботились. На грибу, а тут снега, ну, этого града. Чуть не растаял даже. Да, тут было страшно, видимо. Вон он, снежник. А там и слева еще один. Сейчас посмотрим. Такой ровный камень. Хоть здесь палатку ставь. Холодно только будет на камне спать, конечно. Такая тишина, капец просто. Ни ветра. И практически ни звуков. Вдалеке слышно, как птички там поют. Вот сейчас поет птичка. Пищуха бывает. Мухи летают. Редко такую тишину в горах наблюдаешь. Пересекаю плато. Снова получается некий перевал, что ли. Там вон строение интересное. Тут походу болотистая зона опять будет. На карте есть типа ручей. Но судя по почве, скорее всего будет болотистая зона, как в предыдущем перевале. Тот момент, когда ты слышишь воду, но не видишь. Самая неприятная часть. Где-то в завалах. Блин. Хотел сделать схрон, блин. А тут нора чья-то, ё-моё. Наверное, Сурков. Да, уж хищник какой-то. Там целая семья. Много их. Там еще справа. Тропа свернула еще ниже. Снова получается у нас так называемая яма. Потом снова подъем. И только после, я так понимаю, будет Чок-Портас. Я снова в сапогах. Вот опять. Ну и есть вода. Наконец-то. Вот такая средненькая. Тут, блин, лошади ходят. Ай, беда с этой водой. Надеюсь, повыше что-нибудь будет лучше. А тем временем на меня идет еще одна туча. Уже накрапывает.
Тернист путь, однако, до Чокпортаса. Иду по ручью вверх, где-то же начало берет, почище воду, чтобы взять. Я так понимаю, где-то в верховье снежника начало берет. Набираю воду. А лука тут море просто. О, видите, сколько цветов. Это все лук. Аж сводит. Идеально ровный камень. Практически идеально. Столы можно делать из него. И дальше идет снежник с розово-красным отливом. С тропы сошел, как на болоте. Закончилась тропа. Так, я иду просто на ориентир. Трудно его не заметить по азимуту, в общем, напрямую. Че париться с этой тропой, блин? Подходим уже к началу Чокпортаса. Удивительно, конечно. Камни природой созданы. Столько всего тут интересного. А вон сдалека кажется, как будто две головы. Но я постараюсь ближе подойти потом. Сейчас вечереет, я ищу. Как бы это забавно не звучало, воду. Приоритет вода. Потом уже искусство. Сказали, что где-то тут снежник. Ну где, блин? Там я шел, не было снежника. Я вот слышу воду. Ну-ка, туда сейчас пойду попробую. В том направлении. Забавно, с разного ракурса подходишь. И другие варианты видно. Твоей фантазии. Мне не показалось. Ура, нашел воду. Нормально, в таком расстоянии, между прочим. На карте есть болотная зона, там вроде как вверху Чокпортаса. Я еще там не был, поэтому я решил здесь глянуть. Воды достаточно. Вода леденющая, чтобы вы понимали. И тут вот где-то видео прям ключ бьет из-под земли. Так интересно выглядит. Чтобы вы понимали, полную бутылку проблемно набрать ввиду того, что глубина маленькая. Местами приходилось искать глубину. Крышка еще дочерпал. Надо что-то другое придумывать. Я обычно в такие походы трубочку беру, но ввиду того, что у меня этот поход немножко спонтанен, поэтому у меня не подготовлен на этот момент. Опять походу на меня идет туча. Ё-моё. Прям конкретно на меня ветер. В течение часа она здесь будет, видимо, да? Эх. Прикольно. Как мне везет, а? Моя задача пройти 500 метров, но в гору, с забитыми ногами. Успеть дойти до рюкзака, достать палатку, поставить ее и не намокнуть при этом.
Сегодня день прям везения. К слову про скульптуру, похожую на сфинкса. Бюджетный вариант для россиян. Можно не ехать в Египет. Просто сюда прийти и все. Только тут больше, чем сфинксы. Очень много всего есть. Глаза разбегаются. Все не обойти, реально. Тут надо дня 2-3, наверное, зависать, чтобы все посмотреть. Успел. Начал накрапывать. Но не заливает пока. Хотел получше место поставить. Палатку. Ну, блин, из-за дождя придется тут пока стоять. Идеально утром свернуться рано, отснять все и двигать в сторону, там, где еще камни интересные. Там еще поснимать, а завтра уже конкретно уходить. Потому что у меня 2 дня всего осталось. Забавно. Сижу на мху, получается, да? Тут мох, трава. Ну, подо мной палатка, разумеется, и этот мат, который изолирует палатку. Обычно холодно, а тут получается, ну, в принципе, не мерзнет задница. Так что мох сухой тема вообще с точки зрения изоляции. Ничего не меняется. Дождь идет, чечевица варится, ботинки сохнут как будто. А я сижу в палатке по кайфу. Палатка создает иллюзию безопасности и в какой-то мере настоящий комфорт. Без 20:12. Ливень зарядил. Доброе утро. Время 10:20. Рюкзак оставил. Иду налегке. Радиальный выход. Посмотреть локации. Заняться вдохновением с искусством. Ночью было где-то 10,5 градусов. Я замерз. То ли из-за того, что, может быть, обгорел, температура была легкая. То ли из-за того, что снизу мерз. Снизу мерз, потому что палатку в торопяк же ставил. Где камни были, получается, сила давления высокая была. И там каремат сильно сминался. И именно в этих точках я мерз. Ну и в целом было капец как неудобно спать. Хоть я уставший был, я вырубился. И где-то в 2 часа ночи проснулся от грозы, что ли. Что-то такое. Ливень был. Камни красивые. Интересное строение, конечно. Потом рано-рано утром или полпятого где-то четкий звук и ощущение вибрации землей. Ну, то есть лежишь и чувствуешь, что копытный кто-то пробежал. А так в целом удовлетворительно спалось. Ладно, идем. Еще у вас мнение хотел спросить. Если ты спишь в палатке, гроза, молния бьет в палатку. У палатки, как правило, металлический каркас. По идее, электричество распределяется по палатке. Тебе можно, наверное, бонусом только достаться. Заряд-то мощный. Вот. Ладно, ты еще не умрешь от разряда. Но, скорее всего, она загорится.
И ты просто можешь сгореть. Либо в лучшем случае сильными ожогами отделаться. Ваше мнение на этот счет интересно. Пишите в комментариях. Интересный камушек. Офигеть просто. Каменный город. Там вдалеке стена каменная. О, снежная. Нашел место, вроде как стан. Там вдалеке пенечки, сейчас поближе подойду, покажу. И должен быть ручеек. Сейчас глянем. Да, тут шикарное место. Можно сказать, есть стульчики, табурет, пенечки. Тут палатку можно поставить. Здесь вот палатку можно поставить. Места 2-3 точно есть. Вот тут прям ручей рядом. Жаль, я не знал об этом месте. Мне рассказывали, но конкретно координаты мне не давали. Так бы вчера бы не ходил так далеко за водой. А здесь бы встал бы и все, и время бы не тратил. В конце концов, там снег есть, можно снег и набрать. Как будто на другой планете оказался. Ощущения именно связаны с просмотром фантастических фильмов об инопланетных цивилизациях. Я думаю, у вас тоже такое ощущение складывается, если вы такие фильмы смотрели. Еще ручей нашел. Воды тут много.
Я нахожусь сейчас на высоте 2763 где-то. Меня больше всего удивило то, что там вдалеке лошади пасутся на снегу. Видимо, с водой здесь трудности. И они это водичку из снега берут. Еще один снежник. Ну и текет вода с него, видимо. Розоватый. Не знаю, на камеру видно, нет? Другая планета.
Песок пошел. Количество, конечно, зашкаливает их. Масштабы поражают.
Нашел ключ. Небольшой прям. Умылся. Что-то тут блестит. Видите? Видимо, остатки от палки, что ли. Не знаю, чего это. Наверное, от палки. Цивилизация. Туча какая страшная, как-то снизу вверх расширяется вот так. Да и вообще в целом тучи заходят. Погода меняется. Мне бы до рюкзака дойти бы и вовремя отсюда уйти. Не хочу я грозу, как в прошлый раз. Тут камни похожи на барса вроде как. У всех своя фантазия уже. Ветер сильно поднялся. Гроза приходит, походу. Прям шляпу сносит. Ладно, двигаем к рюкзаку. Ты видишь рюкзак? Нет, а он есть. Вот он, рюкзачок родимый. Сейчас попробую уйти максимально дальше, встать где-нибудь и заночевать. Галя у нас отмена. Короче, начался дождь хороший. И я решил, нафиг оно надо. Поставил палатку здесь, только чуть сдвинул. Теперь у меня, по крайней мере, спина будет на ровном месте спать. По пояс, короче. Сейчас наконец-то готовлю кушать. Сегодня отсыпаюсь, пораньше лягу спать. А завтра постараюсь раньше встать и марш-бросок до Беляшей, потому что у меня вариантов мало на самом деле. Аварийный день как бы есть, но я не хочу его использовать. Лучше завтра приду и все. Тявкает кто-то. Лиса, что ли? Кто еще может тявкать? А я за водой пошел опять. Вы спросите, почему я опять пошел вниз? По расстоянию выигрывать здесь. Здесь 430 метров, а там 740. Ну и в гору один хрен там подниматься. Тут точно так же. Быстрее здесь спуститься. Интересно, все-таки кто же там тявкает, а? А сколько вы видите лиц своим богатым воображением? Я сбился со счета. Есть местами страшные, прям такие рожицы. Так походить,
Можно и жилье себе не покупать в ипотеку. Смотрите, что нашел. Тут вполне можно ночевать вообще. Охренеть. Обалдеть. Вот это место. Реально без палатки можно приходить. Тент взять с собой. И за глаза вообще. Как круто, а. Ну и следов нету. Я имею в виду животных. Чуть не обжили, странно. Хотя вон там сухо. Очень удивительно. Вон вариант какой. Тут спокойно можно устроиться. Шкаф есть. Круто. Вот снаружи как выглядит. Для тех, кто юмор не понимает, это юмор, но на самом деле, если ты оказался в какой-то нехорошей ситуации, я всегда делаю метки на карте, чтобы был вариант укрыться от непогоды. Ну или переночевать. Потому что ситуации разные бывают. Угадайте, что это? Ни за что не угадаете. Это камень. Уже методом статистики второй день здесь. Понимаю, что в 9 часов здесь затишье. Ну, плюс-минус там пару минут. Прям вот тишина, облака практически не двигаются, ветра нету. Интересное ощущение. Ощущение погоды. Непередаваемо. Такой тишины даже бывает под землей нету. Кайф. Моральное такое удовлетворение, успокоение. Сюда нужно за этим идти. Но будьте готовы к тому, если вы пойдете пешком, поначалу будете охеревать конкретно. Это при условии, если погода хорошая. Если плохая погода, то охеревать будете вдвойне. Но оно того стоит. Я никогда бы не подумал, что я здесь какое-то вот это чувство получу. Я сюда еще вернусь. Здесь круто. Я еще не все обошел. Рекомендую сюда сходить, посетить это место. И не второпяк, а задержаться хотя бы на день-два здесь. Иначе вы не проникнетесь. К слову, это конец июля. Я не знаю, как там в июне, в августе. Говорят, тут холоднее, чем, допустим, в классическом Горном Алтае, типа на Шавлинских там и в этом духе. Ну, типа севернее находится. Не знаю. Ну, так как тут снежники, в принципе, лежат, то очевидно. Раз они не стаяли до конца июля, значит, тут прохладненько бывает. Мне одна туристка сказала, что я, говорит, думала, что я... Ну, она занимается там йогой, познанием мира и всего самого-самого, психологии и так далее. Она сказала, что она думала, что она может быть сама находиться наедине с собой. Но после похода туристической группы, да, со мной, она была удивлена и шокирована, что, оказывается, она не находилась ни разу еще наедине со своими мыслями. Постоянно был какой-то инфошум, не было некого копания. Люди копаются, но это вопрос психологии, конечно, длинная тема. Зачастую люди просто уходят от какой-то проблемы или того, что их беспокоит морально. Ну, типа там пьют, еще что-нибудь, игры играют, там, кино смотрят и так далее. Но в походе, особенно если ты один, все это плюс-минус, видимо, устаканивается. Ты находишь время поразмышлять, а оно надо ли тебе и так далее. Напишите в комментариях свои мысли на этот счет. Очень интересно. По-любому много людей этой темой интересуются. Привет, человек, про который я говорил. Я думаю, ты еще пойдешь в поход. К слову, она была первый раз в походе, и ей очень понравилось. Она взглянула на мир с другой стороны. Вот этот камень посередине, создающий впечатление, что у него два лица, а то и три, а с третьей стороны я не помню, но я снимал. У меня создает ощущение, что он здесь страж и контролирует погоду. Здесь обязательно к вечеру гроза. По крайней мере, вот сколько я тут нахожусь. Это не передать словами, как здесь хорошо. И в то же время страшно, когда бушует стихия.
Не знаешь, куда щемиться, чтобы тебя не зацепило. Итак, время без 15:09. И мы двигаем в Белиши. 25 километров примерно за один день. Поехали! Безмятежность. На обратном пути увидел тропку влево. Возможно, это обход болотины, но я вначале прошелся, но вода и вода. Думаю, что париться? Обул сапоги и напрямик пойду сейчас по азимуту. Ориентир вон та вон штука в виде камня с непонятным существом. Но пока идется очень хорошо, прям восстановился. По кайфу. Я нашел тропу. Охренеть. В пути валяются бутылки. Я сколько смогу, столько унесу. Люди, к сожалению, не ценят природу. Я не знаю, о чем они думают. Больше всего поражаюсь людям на конях, которые здесь ходят. Им трудно, что ли, остановиться, взять. Это я иду пешком. Поднять нужно. Ладно еще. Нести их, когда их ты с десяток насобираешь, уже 300 грамм, считай, будет. А так вот. Люди, цените природу. Или скоро в походы будет некуда ходить. Все будет в пластиковом мусоре. Болото так болото. Еще одна бутылка идет в коллекцию. Смять их, все не влезет. Все вести. Одной рукой неудобно снимать и бутылку мять. Ну и все в мешок. В Белишах уже там сдам, где утилизируют их. Еще одна. И еще одна. Еще. И еще. Сколько их уже? Скоро не перебывать будет. Даже подошва осталась тут. Эко. Раньше был хороший бренд, сейчас дерьмо еще то. Давай, ну захватим что вместо бутылки. Что-то много бутылок, капец. Так, это к ботинку. Там вижу стекло. Ё-моё, стекло тяжелое тащить. Люди, хрюшки. Это зачем? На лошадях ходят. Тут другая категория людей. Последние две беру, больше не влазит. И пиво-то одной марки пьют. Интересно. Во люди. Чем ниже спускаюсь, тем больше комаров. Ужас какой-то. Реально? А! Пошел отсюда! Никогда мне подумал, что кабан дал тут встречу, а? Как гус? Как же ты меня напугал. Так сердечный приступ может свои. Как он носится-то быстро, а? Благо он не на меня напал, я не успел среагировать бы. Маленький, я не знаю, где-то ниже моего колена. По сравнению с Карелией вообще небо и земля. Я думаю, кто тут ковыряет? Это кабаны тут.
Ну, сантиметров 45-50, наверное, высоту где-то. Небольшой. Даже не знаю, самец, самка, не успел увидеть, он быстро побежал. Сначала, получается, он замер, я так понимаю, думал, что я пройду куда-нибудь мимо. А потом как рванул и, блядь, побежал. Ужас. Напугал просто из-за того, что резко, ну, вижу что-то темное, думаю, блин, сначала медведь, потом понимаю, что это не медведь, чуть-чуть легче стало, но один хрен напугал резко из-за того, что... Так, ладно, идем дальше. Я что-то расслабился обратно, песни не пою, не кричу. Вон они ковыряют, кабаны, работа кабанов. И внизу, получается, где кости были, возможно, тоже кабаны ковыряли. О, гляньте, вот они, копыта свежие. Это вот он только-только. Интересно, а что он тут ищет? Тут вроде такого ничего не растет. Это вроде дягель, это не борщевик, вроде как. Так он же опять же корни, я так понимаю, ищет, а не само растение. Фу, блин, напугался. Вон, гляньте, наковырялся. Это что, кабан? Зараза. Перед тем, как уйти, я оставил схрон. Но про него больше забыв, ушел на расстояние от него. Ну, кинул рюкзак, думаю, нафиг переть его обратно. В итоге, еще думаете, я пошел за пакетом, подъезжает УАЗик, а рюкзак кинул просто за кустом, вообще не маскируя. Хоть у меня и чехол маскировочный, но как бы видно все равно. Он остановился, я кричу, бегу, типа, какого хрена? Подбегаю, говорю, мой рюкзак. А он еще дверь с другой стороны открыл, так понимаю, хотел стащить. В общем, я успел подбежать. Он говорит, да я, говорит, еду. Ну, что за камень? Дай-ка, типа, посмотрю. Я говорю, ну, камень зеленого цвета. Понятно, все с вами. Он говорит, да нужны мне твои вещи. И если бы не нужны были, бы не останавливался. Вот такие тут люди. Если оставляете вещи, либо их тщательно маскируйте, так, чтобы сами с трудом нашли, либо не оставляйте. Я вот сейчас схрон сделал, не могу найти. Метку нормально не сделал, закопал в песке. А песок же он однотипный. Прошел дождь. И хрен ты что найдешь. Да часть вещей скинул, чтобы не тащить в горы. В итоге, блин, сейчас буду тратить время искать его. Примерный промежуток знаю где, но не знаю конкретно где. Так и живем. И большая справка для детей и для людей, которые этого не знали. Если лежит какой-то рюкзак, сумка, не подходите, не берите его. Не смотрите, что там. Может быть действительно чьи-то вещи, а может быть что-то нехорошее. Поэтому не рекомендую. В любом случае карма вас настигнет. Люди вон сено заготавливают, и бутылки стеклянные рядом валяются. Никто их не убирает, никому это не надо. Один я тут со своей повесткой нашелся. Ну что, дорогие мои зрители, эта серия приключений заканчивается. Увидимся в следующей серии. А нифига! Приключения еще продолжаются. Я не знаю, что меня еще ждет впереди. Мне нужно добраться до турбазы, до магазина и вернуться еще в пару городов. Так что смотрим. Сено. Посмотрите. Я вначале вам не показал мост, по которому переходил джазатор. Впереди телочки гуляют. Тут местные рыбачат. Так, надо найти продуктовый магазин. До закрытия осталось немного. Надо успеть. Ладно. Вот так выглядит деревня Белиши или Джазатор. Ну, это я около центра. Бывшая АЗС. Так. Если по карте, то тут продуктовый магазин. Я его не наблюдаю. Есть еще второй вариант там дальше. 220 метров. Магазин через всю деревню. Вот такой пакет в итоге мы имеем. Я не считал, сколько тут бутылок. Одна подошла тако, бутылка водки,
пустая. Ну и все. Делаем природу чище. Здесь вот оставляю в магазине место. Здесь, да, вот сюда? Красивая деревня. Дорвался до магазина, наконец-то. Купил в охотку молока и пряников. Ассортимент там как бы маловат, но то, что на меня смотрело, все взял. Жаль, только творог здесь не продают. Только замороженный и килограммами. А мне килограмм куда его? Мне съесть там грамм 100-200. Больше не надо. Едем обратно. Недалеко от вас, в принципе. Да, это любой подать.